Представьте, зима 1978 года. Столбик термометра в республике Коми застывает на отметке минус 55 градусов по Цельсию. В тот год, согласно данным климатологов, мощнейший арктический антициклон запер ледяной воздух над европейской частью СССР. Инфраструктура начала разрушаться. Для водителей на северных направлениях это означало полная остановка движения, замерзание техники и реальная угроза жизни даже внутри кабины. Сегодня мы проедем по зимникам русского севера. Разберемся, почему раньше профессия полярного водителя считалась чуть ли не билетом в один конец, и что изменилось за последние десятилетия. Но сначала не забудьте нажать на ракету, чтобы запустить это видео в топ и подписаться на канал. А теперь поехали по северным зимникам. Еще в конце 70-х аномальные морозы делали северные поселки абсолютно отрезанными от мира не на дни, а на недели. Доставка грузов срывалась полностью. У водителей не было доступной спутниковой связи. Явление, известное как черная пурга, когда плотный снег и ветер сливаются в непроглядную мглу, ежегодно уносило несколько жизней. Дальнобойщики выходили из машины, чтобы откопать колесо или взять трос, и исчезали навсегда в нескольких метрах от дороги. Тела находили только весной. С появлением обязательных GPS-трекеров и спутниковых телефонов потеряться на трассе почти невозможно. Диспетчеры видят передвижение каждой машины в реальном времени. Одно из самых коварных явлений на зимней северной дороге – наледь. Сверху снег и лед кажутся монолитными, а внизу – каша из воды и крошева. Многотонный Урал проваливался туда по самую кабину за секунды. Чтобы достать груз, его приходилось вырубать изо льда топорами. Сегодня современные георадары позволяют дорожным службам заранее выявлять пустоты и опасные участки выхода воды при наморозке зимников, что сводит риск неожиданного провала к минимуму. Строительство капитальных дорог было невозможным из-за таяния вечной мерзлоты под полотном. Любой асфальт трескался и уходил в болото через пару сезонов. Но сегодня ученые разрабатывают все более подходящие для таких условий материалы. Сотрудники Института криосферы Земли Сибирского отделения Российской академии наук передали строителям теплоизоляционный материал диатомик. Это вспененное стекло укладывается в основание дороги и не дает теплу от трассы растапливать вечную мерзлоту, сохраняя полотно стабильным. Раньше строили так же, как на Большой Земле, без учета специфики. Теперь в дело вступает сложнейший инженерный расчет, как, например, на федеральной трассе Вилюй в Якутии. Здесь совместно с Институтом мерзлотоведения создан специальный испытательный полигон, на котором укладывают слои геосинтетики и пенополистирола, которые работают как термос, сохраняя холод мерзлоты под трассой даже жарким летом. Это не дает дороге плыть и деформироваться. Результаты таких тестов ложатся в основу новых правил строительства для арктических дорог. Самый яркий пример – дорога Нарьян-Мар-Усинск. Сегодня даже во время пурги работают пункты обогрева с душем и горячей водой, а состояние полотна можно отследить онлайн. Строительство третьего этапа завершили на 8 месяцев раньше контрактного срока, сократив протяженность ненадежного сезонного зимника на 23 километра. Это дало круглогодичную связь с Большой Землей. И что важно, в насыпи сделаны специальные переходы для миграции оленьих стад. Что же изменилось в самой кабине дальнобойщика за последние 10-15 лет помимо спутниковой связи? Появились современные тягачи. Переход с устаревших Уралов на КАМАЗы К5 или современные Уралы Next. В новых кабинах улучшенная шумоизоляция, климат-контроль и надежные двигатели экологического класса, которые стабильно заводятся даже в сильный мороз. А еще в кабинах появились автономные отопители, работающие на солярке из бака. Они позволяют спать в тепле, не заводя двигатель и не расходуя моторесурс. На смену кустарным обмоткам пришли легкосплавные браслеты и цепи, которые надеваются за 10 минут и позволяют выехать практически из любой ледяной ловушки. Русский север перестает быть зоной абсолютного экстрима. Дороги строятся по технологиям космического века с оглядкой на хрупкую природу Арктики. Но одно остается неизменным – взаимовыручка и уважение к силе севера. Напишите в комментариях, случались ли с вами интересные истории во время дальних путешествий. Обязательно нажмите ракету, чтобы продвинуть это видео в топ.
Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был канал Ямал Медиа. Увидимся.